Здравствуйте, друзья! Тайна Асуанского обелиска. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. При слове «Древний Египет» у подавляющего большинства людей естественно возникает ассоциация с пирамидами или мумиями. Но не менее известным видом монументального зодчества древних египтян являются обелиски. Слово «обелиск» греческого происхождения, означающее шампур или вертел, и появилось оно в поздний период, когда греки установили тесные контакты с Египтом. Сами же египтяне обозначали обелиск как бен-бен. Так назывался упавший с неба в начале времен камень пирамидальной формы, который установили на столб в священной столице города Инну. Греки называли его Гелиополем. Этот камень бен-бен, помещенный на столб, был спрятан от глаз непосвященных в храме Феникса. Но, как известно, он исчез еще в древности. Обелиск повторяет форму древнего священного бен-бена в виде правильного квадратного в сечении столба с пирамидальной вершиной, устремленной в небо. Известно, что навершие обелисков обычно покрывалось золотом или медью, которые до сегодняшнего дня, естественно, не сохранились. Практически все известные обелиски были изготовлены из розового гранита, который добывался в каменоломнях, располагавшихся возле первого порога Нила, там, где сегодня лежит современный город Асуан. Здесь Нил прорезает скальное тело Нубийского Нагорья и окончательно вырывается на равнину, принимая свои привычные величественные размеры. В асуанских каменоломнях египтяне добывали розовый гранит, начиная с эпохи Древнего Царства, а возможно и ранее. Розовый гранит, несомненно, являлся для древних египтян особой горной породой. Из него создавались наиболее важные архитектурные и скульптурные формы: порталы храмов, саркофаги, статуи царей и, конечно, обелиски. До нашего времени дошли, естественно, далеко не все, причем большая их часть сегодня находится за пределами Египта. После установления здесь своего господства римляне начали активный вывоз обелисков в Рим, не считаясь особенно с физическими и финансовыми затратами. И сегодня в Вечном городе высится 13 обелисков. В 19 веке французы и англичане устроили настоящую охоту за древнеегипетскими древностями, не обойдя своим вниманием и обелиски, весившие по несколько сот тонн. Поэтому сегодня египетские обелиски 3000-летней давности можно увидеть в Париже, Лондоне и даже Нью-Йорке. Согласно сохранившимся источникам, наибольшего расцвета возведения обелисков достигло в период Нового Царства, 16-11 век до нашей эры. Особенно отличились в возведении гранитных монолитов наиболее известные фараоны этого времени – Тутмос III и Рамзес II. Последний, как считается, за время своего правления сумел воздвигнуть 23 обелиска. Средняя высота больших обелисков равнялась 20 метрам, вес превышал 200 тонн. Один из обелисков, изготовленных при Тутмосе III, находится сейчас в Риме и имеет высоту в 32 метра. Примерно треть из сохранившихся до сегодняшнего дня 27 обелисков не превышает высоту 10 метров. Практически все известные сегодня обелиски покрыты по всей поверхности иероглифическими надписями, славящими царя и его деяния. Посвящались обелиски верховному солнечному божеству и, как правило, устанавливались парами. Технология производства священных каменных столбов включала в себя 3 этапа: вырубка монолита из материнской скалы и его шлифовка, транспортировка к месту возведения и, наконец, установка. Все 3 технологических стадии считаются достаточно хорошо известными, поскольку до нашего времени дошел ряд письменных источников, описывающих изготовление обелисков и набор изображений из погребальных сооружений и храмов, где отражены разные этапы этого процесса. Считается, что вырубка камня производилась следующим образом. Вначале в скале вырубали отверстия, располагая их по прямой, затем в них забивали деревянные клинья и поливали их водой. Дерево разбухало и разламывало породу. Получившиеся блоки выравнивали с помощью пил и при необходимости шлифовали. Еще древнеримский историк Плиний Старший
упоминает, что процесс пиления камня осуществлялся при помощи тонких пил, под полотно которых постоянно подсыпали мелкодисперсный песок, который служил в качестве абразива. Транспортировка каменных блоков осуществлялась при помощи деревянных салазок, под которые подливали воду или разжиженный ил для улучшения их скольжения. Многочисленные изображения таких санок хорошо известны как в изобразительном искусстве, так и в археологических находках. Так перемещали камень на небольшие расстояния. Дальние транспортировки осуществлялись по Нилу с использованием специальных барж, которые тянули небольшие гребные суда. При перевозке крупных монолитов таких судов могло быть несколько десятков. Установка обелиска осуществлялась при помощи наклонной насыпи, которая представляла собой кирпичную конструкцию, разделенную на многочисленные отсеки, забутованные песком и щебнем. Насыпь имела очень небольшой уклон и, соответственно, очень значительную длину. Обелиск затаскивали по ней нижним концом вперед и воздвигали на пьедестал. Казалось бы, данный исторический вопрос можно считать хорошо изученным и не вызывающим каких-либо сомнений. Однако факты – упрямая вещь, особенно те, которые лежат в прямом смысле этого слова на поверхности. Значительную часть древних ассуанских каменоломен уже поглотила территория современного города Асуана. В этих гранитных каменоломнях расположен единственный в Египте обелиск, который остался незавершенным, то есть не отделенным до конца от материнской скалы. И вот он-то и вызывает целый ряд парадоксальных вопросов, ответить на которые современная наука не может. Прежде всего стоит отметить, что это самый большой из известных в Египте обелисков. Его длина составляет 41,8 метров. Асуанский обелиск не имеет никаких надписей, поэтому датировать его не могут. Но из-за его гигантских размеров обелиск относят ко времени Древнего Царства, то есть к эпохе Великих Пирамид. Обелиск расположен на поверхности и лежит под небольшим углом, следуя направлению слоев гранитного массива. По всему периметру монолит окружен узкой траншеей менее 1 метра шириной, которая повторяет контур обелиска. Таким образом получается, что обелиск выдолблен в скале и работы велись сверху, а не с боков. Какой инструмент здесь использовался? Понятно, что о применении пил говорить здесь не приходится. Боковые стороны обелиска и окружающие его траншеи имеют следы большого округлого инструмента. Ширина следа составляет 27 сантиметров. Итальянский исследователь Апретти в конце 80-х годов прошлого века предположил, что следы оставлены вращающейся фрезой, которую древние египтяне использовали для вырезания монолита из скалы. Откуда у древних мог быть такой инструмент? Впрочем, аналогичные следы встречаются во множестве на горизонтальных поверхностях вокруг обелиска. И похожи они скорее на следы от гигантской стамески. Но можно ли представить себе стамеску с рабочей кромкой в 30 сантиметров, режущей гранит словно пластилин? На самом монолите, кстати говоря, имеются многочисленные следы пропилов и традиционной техники колки при помощи клиньев, но они оставлены явно в более поздние времена, и эти попытки не нанесли существенного урона монолиту. Ни расколоть, ни распилить его не удалось. Предполагают, что Асуанский обелиск остался незавершенным, поскольку в ходе работ была допущена ошибка и монолит треснул. Действительно, верхнюю часть обелиска пересекает продольная трещина, нарушившая его целостность. Но причины такого разлома не обязательно кроются в просчетах строителей. Это мог быть, к примеру, результат землетрясения. Не стоит обвинять в глупости или нерадивости древних инженеров, которые смогли выполнить такой объем работ, тем более, что способ решения данной технической задачи нам непонятен. Более того, проблему можно поставить и несколько иначе. Раз древние вырезали подобный монолит, значит они собирались его куда-то транспортировать и устанавливать. И тогда возникает еще ряд вопросов. Во-первых, каким образом монолит, расположенный внутри скалы и окруженный узкой траншеей по периметру, можно отделить от этой скалы? Ведь обелиск лежит на скале, неотделенной осталась только его нижняя стенка. Как можно в такой ситуации использовать пилы? Пропилить по горизонтали 40 метров гранитной породы, не нарушив при этом прямой плоскости и избежав надлома монолита под собственным весом?
В литературе приводятся разные цифры для веса Асуанского монолита, но в среднем они колеблются возле цифры 1200 тонн. Это самый тяжелый в мире искусственный монолит. Хотя не очень понятно, почему фигурирует такая цифра. Понятно, что взвесить такого исполина никто не в состоянии, и его вес вычисляется арифметически. Хотя обелиск остался неотделенным от скалы, его запланированные размеры хорошо известны. Высота должна была составлять 41,8 метров. Обелиск имеет квадратное сечение со сторонами 4,2 метра на 4,2 метра. Его стороны тянутся параллельно на всем протяжении, только в верхней части сужаясь и образуя вершину. При средней плотности гранита в 2600 кг на метр кубический легко вычислить вес монумента. И если не учитывать незначительную поправку на суженную вершину, расчетный вес Асуанского обелиска должен был бы приближаться не к 1200 тоннам, а составить примерно 1900 тонн. Понятно, что ничего подобного Асуанскому обелиску не было ни в древнем мире, ни в новейшей истории человечества. И древние инженеры собирались такой монолит куда-то двигать и после устанавливать. Книга рекордов Гиннесса полна примеров, когда человек в одиночку сдвигает большегрузные автомобили, самолеты и железнодорожные вагоны. Но во всех этих случаях речь идет об огромных грузах, поставленных на колеса, и двигать их надо по ровной горизонтальной поверхности. Каким образом можно решить задачу по транспортировке по неровной гористой местности цельного монолита весом почти в 1900 тонн? И на этом загадки, связанные с Асуанским обелиском, не исчерпываются. В десятке метров от обелиска расположены два вертикальных колодца или шахты, пробитые вертикально в теле гранитной скалы. Их глубина составляет примерно 3-4 метра, диаметр около 80 сантиметров. По форме отверстия представляют собой нечто среднее между кругом и квадратом. Инспектора службы древности, работающие в Асуане, объяснили, что эти колодцы египтяне выдалбливали с целью выяснения направления трещин в скальном массиве. Может быть, такое объяснение верно. Таких колодцев на территории каменоломен не 2, а около 10. Но остается вопрос о том, какой инструмент использовался при этом. Дело в том, что стенки колодцев имеют гладкую равномерную поверхность, без всяких следов сколов. Возникает ощущение, что породу просто вынули при помощи установки, аналогичной той, что используется для бурения скважин. Только здесь речь идет о граните. Искусство обработки этой твердой вулканической породы достигло в Древнем Египте небывалых высот. И оно вызывает не только уважение, но и изумление. Действительно, нельзя же объяснить все принципом упорства и труд все перетрут. Этого недостаточно. Дошедшие до нас образцы древнеегипетской гранитной архитектуры демонстрируют не только высочайший уровень технологий обработки и строительства, но и требуют наличия у древних достаточно совершенных знаний в области естественных наук. Причем, чем ближе мы подходим к истокам египетской цивилизации, тем эти показатели выше. Технология строительства, которую демонстрируют памятники Плато Гизы, не была после превзойдена или усовершенствована. Наоборот, налицо процесс деградации многих аспектов ранней египетской цивилизации, которые мы наблюдаем в третьем тысячелетии до нашей эры, в период Древнего Царства. Сам феномен возникновения такого культурного комплекса с упорядоченной системой иероглифического письма, разработанным календарем, с развитой технологией монументального строительства вызывает неподдельное изумление. И в этом аспекте совершенно уместны и правомерные идеи тех исследователей, которые считают Древний Египет наследником еще более древней и более развитой цивилизации, следов которой до нас дошло очень мало. Но следы такие есть, их надо только не пропустить мимо внимания, суметь изучить и правильно интерпретировать. Если, конечно, нам позволит это сделать тайное мировое правительство. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.